Это Чили, середина 70-х. В стране правит военная хунта под руководством президента Аугусто Пиночета. Эскадроны смерти похищают и убивают несогласных. Десятки тысяч людей содержатся в тюрьмах и подвергаются пыткам. Тайная полиция охотится за бежавшими из страны оппозиционерами. В стране расцветает коррупция. Пиночет пришел к власти в 1973 году и 15 лет держал в страхе весь Чили, до тех пор, пока чилийцы не проголосовали против него на референдуме. Почему честное голосование стало возможным в авторитарной стране? И как чилийские граждане смогли сказать диктатору «нет»? До Пиночета президентом Чили был социалист Сальвадор Альенде. Наличие социалистического правительства на территории Южной Америки беспокоило Соединенные Штаты. Всего за 8 лет до избрания Альенде произошел Карибский кризис, когда Советский Союз разместил свои ракеты на Кубе, вблизи от побережья США. Американское правительство боялось, что Чили тоже станет союзником СССР. Помимо этого, крупнейшие медные рудники Чили частично или полностью принадлежали американским компаниям. Речь идет об огромных деньгах. На Чили приходится 23% мировых запасов меди. США опасались, что социалистическое правительство полностью национализирует ее добычу. Альенде так и поступил, с целью вернуть Чили контроль над природными ресурсами. Тогда президент США Ричард Никсон пообещал, что заставит экономику Чили кричать. США сократили объемы торговли с Чили. Американские банки свернули программы финансовой помощи и заблокировали чилийские кредиты и счета. По сути, неофициально ввели санкции. В стране началась гиперинфляция. Люди столкнулись с дефицитом продуктов. Представители бизнеса и рабочие, напуганные политикой национализации и бегством инвесторов, выступили против Альенде. Они закрыли производство и вышли на забастовки. На улицах начались стихийные столкновения сторонников и противников Альенде. Страна погрузилась в хаос. Именно тогда главы вооруженных сил Чили объединились и устроили военный переворот, положив конец беспорядкам и противоречиям с помощью террора. Военный переворот возглавили Густаво Ли, командовавший военно-воздушными силами, и Хосе Мерино, глава военно-морского флота. Их поддержали полицейский генерал Сесар Мендоса и Аугусто Пиночет, возглавлявший сухопутные войска, крупнейшее подразделение чилийских вооруженных сил. Хотя США свернули экономическую помощь Чили, они никогда не переставали финансировать ее вооруженные силы. Правительство Никсона в одном только 1973 году выделило чилийским военным кредит на почти $12,5 миллионов. Утром 11 сентября 1973 года военные захватили основные госучреждения в крупных городах и обстреляли ракетами президентский дворец. Так они свергли избранное социалистическое правительство. 4 главных заговорщика объявили, что берут на себя верховное командование и создали военную правительственную хунту, главный орган государственной власти в Чили. Члены хунты договорились, что будут чередовать пост президента. Первым его место занял Пиночет. Вскоре новое правительство начало расправы над идеологическими противниками. Пиночет распустил все левые политические партии и выдавил оппозицию из страны. По разным оценкам, за годы правления Пиночета из Чили бежали или были насильно выдворены от 200 тысяч до миллиона человек. Политзаключенных было так много, что власти переоборудовали под тюрьмы отделы полиции и военные школы, а потом даже больницы, библиотеки и дома культуры. Главным лагерем для политзаключенных стал национальный стадион в Сантьяго, столице Чили. За первый месяц правления Пиночета через этот лагерь прошли 12 тысяч человек. Людей держали на трибунах, на поле, в раздевалках и коридорах. Велодром неподалеку от стадиона использовался для допросов, пыток и казней. За все время, что Пиночет находился у власти, жертвами политического заключения и пыток стали почти 40 тысяч человек. Еще более 3 тысяч погибли или пропали без вести. Забастовки, митинги и уличные столкновения прекратились. Благодаря этому некоторые чилийцы до сих пор вспоминают правление Пиночета как спокойное и стабильное время и благодарят его за то, что он навел порядок в стране. Публично Соединенные Штаты осудили происходящее в республике, но при встрече с Аугусто Пиночетом госсекретарь Генри Киссинджер сказал, что с пониманием относится к действиям чилийских военных. Вы оказали большую услугу Западу, свергнув предыдущего президента. Так что США возобновили финансовую поддержку Чили. За 3 года вашингтонские агентства выделили новому чилийскому правительству более $300 миллионов.
Когда Пиночету пришла пора уступить президентское кресло следующему члену хунты, он отказался это сделать. В его руках была сосредоточена огромная власть, и потому никто не решался ему перечить. К 1980 году Пиночет уже 7 лет занимал пост президента. Чтобы придать происходящему легитимный вид, диктатор сфальсифицировал референдум, на котором стране была навязана новая конституция. Она позволила Пиночету оставаться у власти как минимум до 1988 года, когда должен был состояться плебисцит о продлении его президентства. Новая конституция предполагала постепенный переход к демократии. Если на плебисците большинство проголосовало бы против Пиночета, то в стране должны были объявить демократические выборы с альтернативными кандидатами. Пиночет был уверен в своей победе, но тем не менее на случай своей отставки ввел должность пожизненного сенатора. Уйдя в Сенат после поражения, он получил бы иммунитет от судебного преследования. К 1988 году, когда должен был состояться плебисцит, в США сменилось уже несколько президентов. К концу подходил президентский срок Рональда Рейгана. Его администрация не одобряла режим Пиночета. Гарри Барнс, американский посол в Чили, регулярно докладывал о нарушениях прав человека и демонстративно поддерживал чилийских оппозиционеров. Рейган и противники хунты внутри страны надавили на Пиночета, чтобы он допустил к участию в плебисците оппозицию. Один из ее лидеров, а впоследствии генсек Чили Хинара Ариагада, назвал этот период катастрофическим равновесием. Пиночет все еще был слишком силен, чтобы уступить власть, но уже недостаточно, чтобы сдерживать оппозицию. Спустя 15 лет диктатуры политические партии вышли из подполья и снова начали действовать официально. Началась борьба между двумя коалициями – за Пиночета и против него. Компании «Нет» выделили всего 15 минут ежедневного эфира на телевидении, но она смогла использовать это время максимально эффективно. Креативный директор компании Эухенио Гарсия, рекламщик с философским образованием, придумал изящный ход. Он был уверен, что людей не привлечь на свою сторону, если рассказывать о преступлениях диктатора. Это не убедило бы тех, кто боялся, что после смены власти страна снова погрузится в хаос. Исследования показали, что люди лучше поддерживают позитивные послания. Поэтому оппозиция предложила избирателям светлое будущее – мир, спокойствие и надежду. Будущее возможно только без Пиночета. Кампания «За» была не такой яркой. Сторонники Пиночета настаивали на том, что благодаря ему страна преодолела экономический кризис и избавилась от коммунистов. Чтобы принять участие в голосовании, чилийцы должны были пройти специальную регистрацию. Поначалу люди отказывались. Они не верили, что референдум будет честным, и, конечно, опасались, что голосовавших против Пиночета настигнут репрессии. Но к началу референдума, благодаря усилиям оппозиции, число зарегистрированных участников достигло 7,5 миллионов человек. Это 92% от числа всех граждан Чили с правом голоса. Демократический институт США выделил оппозиции сотни тысяч долларов на соцопросы, обучение наблюдателей и организацию параллельного подсчета голосов, чтобы помешать Пиночету фальсифицировать результаты. Когда стало очевидно, что на референдуме большинство может проголосовать против Пиночета, диктатор решил спровоцировать беспорядки в ночь подсчета голосов. Таким образом, он мог отложить плебисцит под предлогом нестабильной ситуации. Но об этом узнали агенты ЦРУ, и администрация Рейгана предупредила других членов хунты, что США не поддержат новый переворот, ни финансово, ни политически. Так что, когда Пиночет потребовал у хунты исключительных полномочий, чтобы вывести на улицы Сантьяго военную технику, ему отказали. Против Пиночета проголосовали 56% чилийцев. Диктатор проиграл. Формально Пиночет еще 2 года сохранял пост президента, до 1990 года. После отставки его неоднократно пытались привлечь к ответственности за преступления против человечности, в том числе за рубежом. В Чили расследовательская группа под руководством судьи Хуана Гусмана Тапиа объездила всю страну, собирая данные о жертвах режима, секретных тюрьмах и массовых захоронениях убитых. Но всякий раз Пиночет, уже совсем пожилой, избегал суда, ссылаясь на слабое здоровье. Из-за этого судебные расследования то закрывались, то начинались заново. В общей сложности Пиночета лишали неприкосновенности 7 раз, но он так и не успел предстать перед судом. В 2006 на 92-м году жизни бывший диктатор умер. К моменту смерти в отношении Пиночета возбудили более 300 уголовных дел, связанных с похищениями, пытками, убийствами и коррупцией. День его смерти многие чилийцы встретили как праздник. По всей стране проходили стихийные демонстрации с музыкой, танцами и шампанским. Как и завещал Пиночет, его кремировали.
Он боялся, что его могилу могут осквернить.